Дорогие мои, всех приветствую из Луганска. У нас наступила осень в середине октября, похолодало сильно. Шли 2 дня дождики. Сегодня первый день без дождей. Ну, к вечеру, может, опять пойдет. Но очень влажно, сыро, прохладненько. Я вот решил выйти прогуляться. А то тут мне люди пишут, что ты летние видео выкладываешь, давай выкладывай прямо вот то, что сейчас в Луганске происходит. Друзья мои, небольшое обращение в начале видео. Я записываю все эти видео чисто как социальную нагрузку, свое в личное время. Ничего я с этого не зарабатываю, ничего я с этого не получаю, кроме приятных комментариев. И то не всегда. Вот. Поэтому прошу относиться немножко проще как-то и, с пониманием. Записывал бы чаще и больше, друзья мои, приходится работать. Дома тоже есть дела, поэтому, не всегда в приоритете именно YouTube. Ладно, не будем о грустном, идем с вами гулять. Оп, развернул камеру. Идем с вами гулять по Луганску. Как видите, конечно, такая погода не очень-то располагает прогулкам. Люди в основном спешат куда-то по делам. Пробки все чаще и чаще в городе. Да, это становится проблемой. Так это с учетом, что сейчас еще, понятно, что не максимальное количество жителей в городе. А что будет дальше? Поэтому, конечно, надо развивать инфраструктуру, ремонтировать другие параллельные дороги, типа Фрунзе, Сосюра и так далее. А может что-то и новое строить. Ладно, пойдем с вами прогуляемся. Сейчас вот здесь немножко по парку. На Оборонную заглянем, по паркам немножко заглянем. Не будет сегодня голубого неба и яркого солнышка. И видите, фонтаны уже тоже законсервировали и выключили. А здесь, конечно, центральный рынок у нас с правой стороны, поэтому всегда много машин и людей, особенно в выходные дни. Вон, видите, какие тучи ходят. Шоколад, все, летняя площадка до весны закрылась, теперь тишина здесь и покой, ненадолго. Хозяин, кстати, местным жителям предложил окна с шумоизоляцией поставить. А какой смысл от окон шумоизоляции, когда оно так гупает, что через стены слышно? Это люди не понимают. Просто вот такое вот. Так что музыку хозяин делать не хочет тише, хотя, честно говоря, я сам не совсем понимаю, как можно устраивать дискотеку. По сути, это же уже не бар с тихоиграющей музыкой, а полноценная дискотека с караоке и так далее. И когда у тебя рядом в 10 метрах находится детская областная больница, и корпуса прям, где дети лежат, детский сад также снизу, и жилой дом, собственно говоря. Не знаю, посмотрим. Буду жаловаться, буду озвучивать, буду помогать. У меня просто здесь друзья в доме соседнем живут. Так, таблички стоят. Даже подсветка вроде какая-то есть. А вот звука уже не слышно. Видите, кстати, на памятнике жертвам УПА еще с 2014 года, видите, осколками его посекло. Здесь были прилеты мин. Так они, в принципе, и видны. Да, в парке никого нету, потому что, собственно, холодно, градусов 7, еще и ветерок, сыро. Там буквально утром шел дождь, это вот только он сейчас перестал. Смотрите, лавочки у нас все мокрые. Не знаю, если к вечеру дождь не будет, может кто-то и выйдет посидеть, подложит теплый плед. На рынке играет музыка, люди куда-то спешат за покупками. Да вот у меня тоже сейчас дома сидел за компьютером, стул сломался. Компьютерный здесь. И сидел, смотрел, можно здесь что-то купить или нет. Напрямую ничего здесь нельзя купить, все дороже. Только нужно заказывать. Либо есть какие-то интернет-магазины с ожиданием от 3 дней до 2 недель доставки.
Озон пункт выдачи есть, который как бы партнерский работает здесь. Ну, что-то я набрал. Пишет мне срок доставки в Каменске завтра стула. А здесь пишет 10 ноября. Ну, это чтоб, короче, привезли 100%. О, гляньте, а здесь детишки гуляют на небольшой площадке. Туалет работает, правда, вроде платный. Кстати, смотрите, огурец уже стекла застеклили, полным ходом ремонт идет. И, кстати, сказали, что вроде в Цыганском Яру тоже будут убирать вот эти все постройки и будут делать там какой-то крутой парк. Ну, посмотрим, что оно будет. Налево аллея Шелкового, видите, люди куда-то спешат. Парковка вся занята, парковаться негде. Паб Бюргер и Мегастар Плаза. Бывший магазин Нептун. Мы здесь вечером тогда с вами гуляли. Когда-то здесь была живая рыба и колбаса, а и водоросли продавали. Но это было очень давно. Ну, это вход в центральный рынок. Здесь, видите, все ларьки практически снаружи поубирали. Вкусный дом работает. Вон, видите, как дымит там вдалеке. Шашлычки и все такое. А вот и детский мир. Кстати, на канале есть видео. Я не знаю, год или два назад я в него заходил. Но там особо ничего не меняется. Оно пока стоит все на месте. А вот я кафешка, которую я вам говорил, где шашлычки. Сейчас чуть ниже камеру опустим. Вот тут вот и шаурма, и все такое. Неплохое место. О, гляньте, сколько навезли техники электро. Ну вот, что с этой всей техникой будет, поговаривают, что придется и номера вешать, и регистрировать ее всю. Ну тут прямо, гляньте, серьезно уже такое. Прямо мотоциклы. Велосипеды тоже. Видите, возле детского мира здесь большой выбор электротранспорта. А вот дискотека на колесах. Так, зеленый свет, идем. А вот огурец вблизи. О, даже внутри уже свет вон где-то горит. Прикольно. Ну, мы с вами сейчас идем на Оборонную. Вообще, честно говоря, погода, друзья мои, очень неприятная. Дома как-то отопление плоховато работает. И я долго собирался вообще идти, не идти. Хотелось просто под одеялом целый день в тепле лежать. Потому что на улице неприятно. Холодно, сыро, так зябко. Еще и ветерок. Идем мимо Золотого Ключика. Понятно, что здесь давно его уже нету. Здесь до поры до времени был магазин 7 морей. И теперь здесь базар. Ну, неплохой магазинчик, но цены, друзья мои, выше среднего. Ну, кстати, видите, и в Луганске появилась доставка уже на электровелосипедах. Что-то возят в кузовке. А мы перешли на улицу Шелкового. Кстати, говорят, доставщики и здесь неплохо зарабатывают. Так что можно мне со своим скутером сюда перебираться в доставку. По крайней мере, в теплое время года. Мегастар Плаза. Музыка играет. И ТЦ Слава тоже. Ну, парковка вся забита. А вот, кстати, Мобила. Вот это первый магазин ихний. А второй сейчас открылся, где раньше Ракета была. Большой такой. Я вам показывал. Там телефоны продают, камеры, колоночки, компьютеры, различную электронику. Проходим бар Люкс. Да, в свое время мы частенько здесь с друзьями в выходные пиво пили и караоке пели. Были времена. В нем здесь чай, кофе, шаурма. Ну, вы знаете, вот пишут мне люди, что вечером, типа того, что мало окон светится, мало людей. Ну, не знаю, вот днем по улице не скажешь, что людей мало. Может, электричество экономят. Ну, вообще, из-за комендантского часа все спать ложатся гораздо раньше. Подходим к МЖК.
они там делают? Да, вот я на это и говорю. Лужи большие обходим. Да, здесь по центру асфальт отремонтировали, а тротуары вот не особенно, честно говоря. Ну и в дворах, конечно, асфальт убитый, что тут говорить. До дворов пока ремонт не добрался. В первую очередь, конечно, дороги и инфраструктура. А здесь в переулке, как всегда, сильный ветер. И как и были, так и остались магазины тканей для шитья здесь. Помню, с мамой ходили сюда часто зачем-то, когда мама много шила. Ну, видите, ветерок какой. Иду, думаю, что за музыка интересная играет. А, где-то нам эта скрипачка уже попадалась только в парках. Ну, сейчас постоим, послушаем. Тут она даже с колоночкой. Небольшая музыкальная пауза, а теперь улица Обороны, педуниверситет, опять МЖК и бывший Абсолют снизу, теперь Спар. Ну а здесь шаурма, суши, блинок. Да, бедная только стоит на холоде, конечно, прохладненько здесь. Но люди все балдеют, классно она играет. А мы продолжаем наше путешествие по Оборонной. Сейчас пройдемся с вами и пойдем туда, уже по паркам немножко. Никуда ехать не хочу, мотоцикл стоит на стоянке, холодно. Ой, зябко. А еще и шлем у меня очень сильно потеет. Ну, заказал себе пинлок на стекло, а то невозможно ездить. Приходится его открывать. И потом начинаешь простывать. А видите, здесь сделали велодорожку прям на весь тротуар. Да, интересно. Ой, здесь на открытом пространстве ветерок прямо такой противный. Проходим мимо России. Фасад так и не изменился. Не знаю, когда ее облагородят и иллюминацию сделают. Ну, пока вот как-то так все по-старому. На первом этаже матрешка, там немножко сувенирчиков. А на втором этаже там магазины одежды и тоже немного сувениров. А, здесь вот, кстати, видите, разделили. Вот эта левая полоса — это велодорожка, а правая — это пешеходная. Но велосипедов нет в большом количестве, поэтому люди ходят везде. Ну и гостиница наша Лугань. Не знаю, тоже ее что-то огораживали вроде, собирались ремонтировать, но пока непонятно. Перник не работает. На первом этаже только всякие магазинчики и так далее. Ну, а тут пошли скульптуры. Уже много раз ходили, мы тут снимали. Ну, может, кто-то еще не видел. Художественная ковка у нас тут развивалась сильно во времена ЛНР. Но уже красить надо, видите, начинает
ржаветь. Это у нас различные бренды городские, торговые сети и так далее здесь представлены в виде таких вот металлических скульптур и поделок. Вот, кстати, видите, Луганова. Сейчас и пиво делает. Кстати, пиво их нет, даже у нас в Каменске видел, на машзаводе. Пришел как-то за пивом, говорит, а у нас, говорит, луганское пиво появилось. Ну, взял, попробовал, вроде ничего. Говорит, привезли на пробу. Надо будет спросить, как у них там дела идут. А вот Добродия, это бывший мелькомбинат и другие вот заводы из этой серии. Госбанк ЛНР, которого уже нет. Он стал частью ПСБ. Ой, гляньте, какие тучи страшные. О-о-о. И холодно здесь, ветер прямо неприятный. А вот, кстати, велопрокат. Ну, холодно сейчас, конечно, кататься. Я не знаю, что они их еще не поубирали. Но, может, ждут, что еще будет плюсовая погода. Еще кто-то покатается. Ну, не то, что плюсовая, а хотя бы плюс 20. Тогда можно было бы, конечно, на них покататься. Но сейчас, конечно, уже погода не для велосипеда. Но максимум на электровелосипеде, и то только тепло-тепло одетым. Перекресток, как называют, оборонная советская, на самом деле бывшая 16-я линия, сейчас Героя Зазулина улица и Советская. Ну, видите, машин прилично, сигналят недовольные все. Ой, надо добрее быть и пропускать друг друга. А это у нас медучилище. Здесь раньше учили медсестер, ну и сейчас, наверное, учат. Здесь как раз детская областная больница идет за ней, поэтому есть где им практиковаться. Нет, с точки зрения движения транспорта, конечно, Луганск сильно оживает. Храм умиления показался из-за деревьев, я опять спрятался. Скверик тут небольшой с матрешками. Да, фонтаны уже, конечно, выключили. Ну, может, еще, знаете, неделька будет теплая в октябре, в ноябре. Ну, это не точно. Но с понедельника вроде должно быть солнышко. Ну, с понедельника я уже, конечно, поеду назад в Каменск. Не знаю, по дороге, может, что-то поснимаю. Но так холодно, что особо снимать, ехать ничего не хочется. Еще и сыро. Это у нас Богородица, и за ней храм умиления. Ремонт так и продолжается, не знаю, когда они доделают. Что-то вечно ее строят, никак не достроят. Розы, кстати, видите, вон недавно совсем цвели, потому что жара спала. В принципе, сентябрь теплый был. Это вот только сейчас, где-то недели полторы, в октябре похолодало. И вот пошли первые дожди, потому что, ну, фактически с начала августа дождей не было. Шпилевой дом, Богатырь. Вот мы и назад вернулись в центр. Сейчас пойдем на другую сторону и прогуляемся с вами по парку. Вот такие у нас здесь пешеходные переходы с такими светофорами светодиодными прикольными. Да, заборчики убрали, и как-то парк, что ли, шире, больше стал. По-другому вообще смотрится. Каштаны, конечно, поподрезали. А здесь липы. Но, надеюсь, в следующем году они потихоньку начнут отрастать по новой, давать тенечек. Да, видите, газоны еще не успели поотрастать, землю здесь пересыпали по новой.
Но, с другой стороны, я вам скажу, лето, конечно, у нас очень жаркое. Чтобы здесь стояло все зеленое, конечно, нужно его, ну, хотя бы через день поливать. Ну, как в этом году пекло стояло, так вообще. Вон, отсюда вид какой красивый. Ну, а, кстати, гляньте, в этом парке даже кто-то сидит, несмотря на сырую погоду, и кто-то гуляет. Дальше от дороги тихо, спокойно. И здесь внутри как-то ветерок вроде поменьше. Ну, деревья, конечно, местами они сильно пообрезали. Не знаю, надо было это делать или нет. Здесь, кстати, тоже, гляньте, как детскую площадку обновили. Я здесь так мимо проходил, но особо не снимал. Давайте зайдем посмотрим. Ну, если бы сейчас было, по крайней мере, сухо, и хотя бы 10+, я думаю, что здесь бы много сейчас бы детей бы бегало. На открытии тут вообще, конечно, был ажиотаж. Да, по-моему, неплохо получилось. Проходим хлебное место. Здесь, как всегда, он чаек пьет с пончиками. Вот любую погоду здесь молодежь есть. Не знаю, ни разу здесь не пробовал их не изделий. Видимо, вкусно, раз народ здесь все время есть. Не, ну оно, видите, хорошо, конечно, когда все заасфальтировано, в плане, вот когда идут дожди, осадки, что грязи хоть нету. В Каменске, конечно, в этом плане проблематично. Хотя в Луганске тут тоже немножко уехать от центра и пойдет глиномес. Ну, здание ремонтируют, дожди пошли. Они крышу, по-моему, еще перекрывать не закончили. Вот это здание, где Ощадбанк был. Зашли мы в парк на Театральной площади. Видите, дедушка Ленин не пострадал при реконструкции, а так и стоит, смотрит вдаль. А это у нас драматический театр. Ну, кстати, гляньте, здесь довольно-таки сейчас интенсивное тоже движение. Ну да, машин стало больше. Стали чаще объезжать Советскую, потому что на Советской уже проблематично. Ну вот снизу Сосюру надо делать, конечно, улицу. И туда желательно до Вергунки. А из Вергунки бы еще сделать там выезд на станицу. И вообще бы шикарно было. Убрать там трамвайные пути. И вместо них сделать там улицу в частном секторе. Там объездная была. А вот между трамваев можно проложить улицу, чтобы она прямо шла. Кстати, гляньте, какие тучи вдалеке. И обком партии. Старинное здание. Красивое вдалеке. Ну что, друзья мои, холодно, зябко, не хочется никуда больше идти. Надеюсь, вам небольшая прогулочка понравилась. Вот так вот сейчас выглядит Луганск. Постараюсь выложить это видео по максимуму быстро. А так, друзья мои, будут еще видео, конечно, не по датам, не обижайтесь, но так получается. Потому что, когда есть время, стараешься снять побольше. Потом, опять же, когда есть время, их монтируешь. Потом, пока на все платформы позаливаешь. То есть это целое дело. Поэтому видео, конечно, бывает, выходят уже спустя месяц, а то и бывает и чуть больше. Все, дорогие мои, всем крепкого здоровья, до новых встреч. Мирного всем неба. Давайте, пока-пока.